Приветствую, это ID90. Добро пожаловать на канал. Сегодня мы поговорим о безопасности. И после этого ролика кто-то, возможно, снимет шапочку из фольги, но есть и обратный сценарий. Ряды параноиков могут пополниться новыми участниками. Мы привыкли думать, что безопасность – это сложный замок на двери, сложный пин-код или антивирус, который вовремя обновил базы. Но реальность устроена сложнее. Диктатуры, государства и крупные корпорации не строят системы тотальной слежки с нуля. Зачем тратить ресурсы, если пользователи сами, добровольно и с улыбкой за собственные деньги принесли в свои дома и карманы идеальные инструменты контроля? А где проходит эта тонкая грань между удобством, за которое мы платим своими данными, и полным отсутствием выбора? Сегодня мы разберем все, от мобильных трекеров и закрытого железа автомобилей до архитектуры операционных систем, серверного давления, диктатуры рекомендательных сетей и обратной стороны медали. Случаев, когда сбор данных действительно спасает жизни. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Обратная сторона медали. Когда сбор данных действительно во благо. Прежде чем погружаться в паранойю и рассказывать о тотальном контроле, давайте будем объективны. Не весь сбор данных – это зло. Во многих сценариях передача информации на серверы корпораций или служб не просто удобна, а критически важна для нашей безопасности и комфорта. Возьмите банальный пример – геолокация и погода. Когда ваш смартфон отправляет данные о местоположении в погодный сервис, вы получаете точный локальный прогноз с точностью до вашего района или улицы. Это помогает вовремя узнать о штормовом предупреждении, спланировать поездку или одеться по погоде. Но есть вещи куда серьезнее. Современные гаджеты и умные автомобили постоянно мониторят показатели датчиков. Если происходит жесткое ДТП, автоматика автомобиля сама фиксирует удар, координаты и отправляет сигнал экстренным службам, даже если водители и пассажиры потеряли сознание. То же самое касается носимой электроники. Умные часы и фитнес-трекеры отслеживают пульс, ритм сердца и аномалии. Известны тысячи случаев, когда функция автоматического обнаружения мерцательной аритмии, падения пожилого человека или резкого скачка давления вовремя вызывали скорую помощь и спасали человеческие жизни. Сбор данных сам по себе – это инструмент. Вопрос всегда в том, кто его контролирует и как именно информация используется дальше. Архитектура слежки и диктатура рекомендаций. Но когда этот полезный инструмент выходит из-под контроля, начинается совсем другая история. Абсолютно каждое современное устройство вокруг нас собирает данные. Смартфон, персональный компьютер, умный чайник, робот-пылесос и даже домашняя IP-камера, которую вы установили для безопасности жилища. Кстати, начнем с базового уровня, с домашних камер. Многие уверены, что это защита. Но на практике уязвимости в прошивках, слабые пароли по умолчанию и закрытые облачные сервисы производителей приводят к тому, что вашу домашнюю трансляцию в один прекрасный день может смотреть кто-то третий. Данные утекают незаметно. А как работает софт и потребление информации? Простой эксперимент, который каждый может поставить прямо сейчас. Введите в поисковике Google любую случайную вещь, например, редкую настольную игру, настольные шахматы, каркасон или коридор. Просто текстовый запрос. А теперь откройте TikTok или другую современную рекомендательную ленту. Спустя совсем немного времени вы заметите, что эта тема начинает всплывать в видеоформате. Прямое доказательство того, как ваши поисковые запросы, паттерны поведения, аудиоокружение или даже наброски текста мгновенно улетают в алгоритмы таргетинга. Платформы используют любые доступные каналы, включая анализ речи и перекрестные трекеры, чтобы сформировать профиль. Но особенную глубину этот контроль приобретает на видеоплатформах, и в частности на YouTube. Мы заблуждаемся, когда думаем, будто сами выбираем, что нам смотреть. Иллюзия выбора – это все, что нам оставляют. На практике алгоритмы YouTube давно перестали быть просто инструментом поиска контента по интересам. Они превратились в жесткую машину формирования повестки. Вы открываете главную страницу не для того, чтобы найти нужное видео. Вы открываете ее, чтобы платформа выдала вам порцию контента, заботливо отобранную нейросетями под ваши скрытые триггеры, таймлайны просмотра и психотип. Алгоритм решает, какие темы будут в вашем поле зрения,
а какие уйдут в глубокий теневой бан или просто не дойдут до выдачи. Платформа диктует, что смотреть, что покупать, о чем думать и как реагировать. Свобода волеизъявления в ленте заменяется бесшовным туннелем реальности, где за вас выбирают каждый следующий шаг. И главная проблема здесь не просто утечка данных, а полное отсутствие контроля над этим процессом. Иллюзия владения. Но сбор данных и манипуляция лентой рекомендаций – это лишь часть картины. Вторая фундаментальная проблема нашего времени – это концепция аренды собственных устройств. Вспомните, как изменился софт. Мы больше не покупаем программы или игры. Мы покупаем лишь временное право ими пользоваться. Вы не можете официально поделиться цифровой копией с другом, как раньше делились физическим диском. Современное железо работает ровно по тому же принципу. Попробуйте отремонтировать технику Apple. Запчасти от одного устройства физически не будут работать в другом, без официальной прошивки, привязки к серийному номеру и одобрения серверов компании. И автомобильная промышленность ушла недалеко. Возьмите концерн Volkswagen или другие современные марки. Замена тормозных колодок или масла – технически элементарная процедура, которую любой автомобилист раньше делал в гараже за полчаса. Но сегодня вы меняете колодки своими руками и упираетесь в глухую стену. Без дилерской ключ-карты и официального подключения к закрытым серверам производителя вы не можете обнулить блок ЭБУ. Машина просто не поймет, что ремонт выполнен, будет выдавать ошибки и блокировать функции. Tesla удаленно ограничивает доступ к купленным опциям, если нет свежего обновления сети, а современную Windows уже физически сложно установить без постоянного интернета и привязки к облачному аккаунту Microsoft. Мы платим за тонны металла и кремния, но владельцами устройств не являемся. Это аренда навязанных условий. Геополитика, юрисдикция и уязвимость экосистем. Когда мы спускаемся на уровень операционных систем и инфраструктуры, вопрос доверия встает особенно остро. Авторитарные режимы и спецслужбы по всему миру регулярно давят на разработчиков, требуя ключи шифрования, бэкдоры и передачу пользовательских данных. Яркий пример из истории индустрии – Павел Дуров и его попытка защитить независимость данных, в результате которой появилась сама архитектура Telegram. Но давление никуда не исчезло. Посмотрите на современные дистрибутивы и проекты. Возьмем, к примеру, CacheOS – популярную, технологичную и быструю операционную систему. Но если посмотреть на вопрос безопасности шире, возникает закономерный вопрос к юрисдикции. Часть разработчиков находится под потенциальным риском давления в тех регионах, где права пользователя вторичны. И таких примеров на рынке тысячи, от прошивок роутеров до облачных хранилищ. Примечание для тех, кто любит крайности. Если за вами действительно целенаправленно ведется охота на государственном уровне, то даже смартфон в кармане, или, как показала история, старый пейджер, превращается в управляемое оружие. Закрытые цепочки поставок железа – это черный ящик, в котором может быть заложено все, что угодно. Искусственный интеллект как новый уровень угроз. Нельзя обойти стороной и развитие искусственного интеллекта. Недавние эксперименты показали, что нейросети способны автономно находить и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении быстрее человека. Автоматизация хакерских атак под присмотром или без него – это реальность, с которой инфраструктуре безопасности придется работать в ближайшие годы. Искусственный интеллект масштабирует угрозы быстрее, чем классические защитные механизмы успевают адаптироваться. Инструменты минимальной гигиены. Можно ли защитить себя обычному человеку, не превращаясь в безумного параноика? Можно. Для этого существует набор базовых правил цифровой гигиены, которые отсекают большую часть автоматических угроз. Парольная защита. Забудьте про простые комбинации и переиспользование одного пароля везде. Длинная случайная строка из символом верхнего и нижнего регистра, цифр, сгенерированная менеджером паролей, делает брутфорс бессмысленным. Вы должны помнить только один мастер пароля, либо использовать словесные системы и ассоциативные матрицы, например, завязанные на строке любимых стихотворений, но доработанные вручную. Главное правило – везде разные пароли. Инструменты поиска и сети. Отказ от чисто коммерческих поисковиков в пользу альтернатив вроде DuckDuckGo.
позволяет минимизировать слив поисковой истории рекламным брокерам. А для специфических задач существует Tor, инструмент, который нужно использовать осознанно, понимая его архитектуру и ограничения. Открытый код как альтернатива. Я не выступаю против подписок, рекламы или платных сервисов. Любой бизнес должен существовать. Разработчики должны кушать свой хлеб, а инфраструктура требует денег. Но где-то тонкая красная линия между осознанным выбором пользователя и ситуацией, когда выбора не остается вообще. Мой ответ на этот вызов – открытый исходный код и open source проекты. Да, в открытом софте тоже случаются баги, уязвимости и человеческие факторы. Но принципиальная разница в другом. Шанс обнаружения проблемы в open source проекте в разы выше, потому что код открыт для аудита сотен независимых инженеров по всему миру. А главное, настоящие открытые устройства и программы не требуют обязательного постоянного подключения к серверам корпорации, подписок на воздух и слепой веры в закрытые алгоритмы. Корпоративные гаджеты с каждым годом сужают пространство нашей свободы. Но пока этот выбор у нас еще есть, им нужно пользоваться. Подводя итог всему сказанному, давайте зафиксируем главный вывод. Вердикт от ID90. Безопасность в цифровую эпоху – это не крайность и не слепая вера в то, что технологии – абсолютное зло. Сбор данных бывает полезен и жизненно необходим, будто точный прогноз погоды, автоматический вызов экстренных служб после ДТП или мониторинг здоровья. Проблемы начинаются там, где полезный сервис превращается в инструмент тотального контроля, аренды железа и навязанных рекомендательных туннелей. Противоядием здесь остается критическое мышление, открытый код и осознанный выбор того, чем мы делимся с миром. Думайте своей головой, проверяйте то, чем пользуетесь, и оставайтесь на связи. Это ID90. Увидимся в следующих роликах.